Здравствуйте, мои дорогие. Так, сегодня чашечка у нас любовная. Съехала немножко этот. И смотрим. Так, я вижу здесь передвижение. Тут какие-то кораблики. Это могут быть указывать на поездки. Смотрите, тут замечательным образом нарисованы у нас такие картинки, как человечек с поднятыми ручками. Вот, он бежит, довольный. Значит, в любовной сфере будет какой-то плюс. Опять, я не знаю, всегда думает о вас какой-то мужчина, у него мысли уже вылазят за пределы, а вы представляете? Между прочим, тут какая-то телепатия. Есть какой-то мужчина, которому вы очень нравитесь, у него уже там в голове уже столько мыслей, вылазят вот наружу, видите? А вы догадываетесь, смотрите, точечки такие, тык-тык-тык. Причем вы думаете, что он богат? Ну, посмотрим. И что я вижу? Ну, вот я вижу передвижение по большей части. Вот, знаете, это прям вот дорога к будущему. Подводная лодка. Слушайте, тут что-то скрыто. Что-то скрыто в путешествии будет. То ли вы скрываете что-то, не знаю, багаж какой-то скрываете. И вы сидите сверху. Это может быть действительно показывать саму дорогу, вот как вы скрываете что-то, либо здесь, просто показан как путь жизненный, и у вас есть то, что скрывать. Ну, не знаю, в принципе, нам всем есть, хочется многое как бы не утаивать. Мгм. Но это вас держит на том месте, где находится вот это вот скрытое. Вы можете себя выдать таким образом, понимаете, как люди, найдут. И также вы не двигаетесь вперед, ни назад, ни вперед, ни вверх, никуда. То есть вы сидите там, где скрывается что-то. Ну, вот это единственная подсказка, которая оттуда идет. Так, ух ты, самокат. Вы что, на самокате будете кататься? Тут какие-то развлечения, значит, самокат. Может, это как средство передвижения, конечно. Потом я вижу такие лодки. Ну, хорошо, когда есть возможность. Пока снега нет, да. Два исполина, два больших дерева, корни которых срощены друг с другом, они идут вверх. Сейчас идет какая-то информация от одного рода к другому роду. Идет какая-то инфа. Или же, может быть, это показывает вас, потому что тут как человечек такой прыгает от одного рода к другому роду. И вот как пока что вот только вышел из одного рода, идет к другому роду. Вот. И здесь, о чем могут говорить? Как переход из одного рода к другому роду. Вы там, может, кто-то замуж выходит и уезжает к мужу. Но тут очень два больших рода соединяются, какие-то кланы. А что еще? Прекрасная женщина, императрица с короной такая сидит, занимается своими делами. Ну что, тут показывают девушку уже, которая успокоилась в плане поиска, там, может, партнера, семейная жизнь налажена, она сидит такая классная, на каком-то инструменте музыкальном играет, очень красивая, длинное платье, на голове корона, все у нее хорошо, дельфинчик под ней, это вообще классный знак тут и в деньгах, и в чувствах, в общем, тут все будет замечательно. А это что за крокодил? Вообще, я не знаю, это крокодил в короне, вот прям очень четко, не знаю, тут мелкие, конечно, символы навряд ли будут видны кому-то.
Вы покорили какую-то стихию, ну, вернее, покорили какую-то часть пространства, да, но крокодил не может покорить полностью сушу. Вот вам говорят, что вы вот в чем-то есть крокодил, покорили какую-то часть пространства. Так, новость, петушок, вот о любви, новость о любви. Причем такая, что вы ручки вверх поднимаете. А почему-то, подождите, а при чем здесь этот крокодил, часть пространства? Какого вы пространства победили? Слушайте, ну давайте посмотрим. Крокодил. Может, это человек к вам такой идет, да, вот потому что мы-то на любовную сферу смотрим. Человек к вам идет такой, который как покорил крокодил, да, покорил часть какого-то пространства. Но вот есть еще то, что ему вообще не подвластно. Вот есть что-то такое, но он король в своей стихии. Ух ты, беременную девушку вижу с длинными волосами. Такая чуть-чуть такая в теле. Ну, может, это потому что вы у вас девочка. Да. Потому что там девочка будет, у вас девочка растет в животе, которая потом тоже будет мамой. Говорят так. Ну, это вот такая задумка высших сил, говорят так. Ну, это для тех, кто, наверное, носит. Вы все равно как бы так нас много здесь смотрит сейчас. Мало ли там что. Кто-то кланяется вам, боже, аж вот прям в сам пол покланялся человек. Вы сидите, на колени прям падает. Кто-то к вам кланяется. За ними еще люди идут. Смотрите, один человек поклоняется, второй идет тоже на поклон. Может, что-то... Нет, это не просят. Они благодарят. Люди благодарят вас. Ух ты. Ну, что-то, не знаю, кто вы там. Так, рыба с пером на голове. Вообще, ну, прикол. Ну, огромная рыба и вот такое вот перо. Прям вот перо, не какое-то там фонтан, а вот именно перо. Какая-то умная, денежная операция, может быть, да, проведена вами. Какая-то... Может быть, кто-то зарабатывает с помощью пера, да, это тоже так могут говорить. В общем, тут большие деньги будут. Так, тоже сообщений очень много, птички, приятные новости. Сообщения и мороженка, да, тут очень приятные новости будут, хорошие, о любви. Какие-то сообщения любовные тоже могут быть. Приглашения на, не знаю, на прогулку любовные есть. Конкретно я вот не вижу. Нет, были у нас конкретно. Это девушка, да, в положении. И вот два дерева, когда два рода соединялись. Это тоже такие огромные картинки были. Так, это здесь у нас какая-то собачья лапка, пятерня. Кто-то познакомится с мужчиной, либо кто-то познакомится, если вы мужчина, с женщиной, у которого есть собака. Или вы два этих собачатника, да, вот и вы тогда познакомитесь вот на прогулке. Или где там еще знакомятся. Ну вот собачки, тут много собачек. Мне кажется, какой-то клуб. Как будто бы вот лапки собачки потопали, еще и собачка с такими ушками. В общем, будет у вас такой друг, у которого есть собачка. Кому интересно, конечно, вдруг кто не очень так относится к этому. Так, девушка, которая перебирает, у нее в одной руке монета, во второй руке монета, она такая туда смотрит, сюда смотрит, налево, направо, и ничего не хочет упускать. И все ей нужно. Ну что ж, кто-то прям выбирать будет. Давайте подсказочку посмотрим. Вы знаете, несете их, смотрите, вы несете эти монеты, и правильно делаете, на какой-то, пьедестал, там где вот первое, второе, третье место. Ну, в общем, тут девушка разбирается в том, что где монета пожирнее. Вот. На какие-то весы их несете. Ну, кто-то так выбирает. А что? Так, дальше. Девушка здесь, которая вот как целомудренная какая-то. Что вам такое? Совсем прям вот такое, как чепчик такой.
одета под сам, вот под горлышко такая застежка. Но это больше всего как бы показывает такое, что вот девушка, она очень только вот смотрит, и вот, может быть, говорят о том, что это где-то вот больше 25 лет, да, вот она вот так. А почему ее показали? Ну, значит, для такой девушки тут мужчина какой-то есть. Да, сердце. А нет, смотрите, сердце у нее на спине. Почему? Она влюблена. Вы влюблены в кого-то. 25 и выше, которая, скорее всего, ну, может быть, с мужчинами не было. И тут, ну, я, извините, что я так говорю, мне так показывают. Все. Как вы в кого-то влюблены. Сердце это на вашей спине. Оно вас, ну, вот реально согнуло в 3 погибели. Вот. Разогнитесь, выкиньте это сердце, и оно опять, помните, у нас такой прикол был, там сердце в форме попы. Вот оно как не нужно вам абсолютно. Там мужчина думает только об одном. А вы очень светлая личность, прекрасная, замечательная. И вообще до свидания такому странному человеку, который не ценит вас. Потому что перед вами открываются ну, вот другие горизонты. Там. А он считает 3, 2, что-то такое. Вот 32, вообще непонятный какой-то штрих. Так, ключ. Ух ты, ключ, который находится в каком-то замке. Не знаю, вот. И вот этот ключ вы нашли. Ух ты, как красиво. Какая интересная история тут разыгрывается. Этот ключ оберегает сверху какое-то вот большое мифическое животное. Птица, которая привела вас туда. Ловите? Я сейчас только говорю образы, а вы думаете, как там что. Тут все, тут мифология конкретным образом идет. В общем, вы на птице, а туда пришли. У вас есть что-то, что позволит открыть прежде всего через дракона вот какого-то пройти, либо там не дракон, там что-то такое с длинными большими ногами, похожее, ну как передвигается как собака, но очень странная собака с маленькой головой и с такими широкими ногами. А у вас есть что-то, что отпирает сначала вот именно вход один, а эта собака охраняет. Еще какой-то ключ вот в замке. Ну, в общем, тут интересно как-то. Я не знаю вообще к чему, зачем эта сказка. Ну, в общем, ваша жизнь будет, наверное, как сказка, которая разыгрывается, да, вот можно будет писать потом сценарий. А здесь открытый сосуд любви, да, и вот вылетает птичка. Это, скорее всего, вам человек такой попадется, открытый к общению, и потом Y, первая буква, и вот дальше вот как будто бы, продолжи имя дальше. Так, я не знаю, вот сколько у нас, 12 минут? Я столько образов уже нашла, очень много. Ну, дальше 4, 44. Думаете, что такое 40? Скорее всего, это же не может быть число, это не может быть год 44. Это 44 года, может быть. Или 44 день. Да, вот как-то так. 44 дня. Ну что ж, 4. Нет, тут именно 44. Не 4 и 4, а 44. Число такое. Так, дальше. Здесь могут быть еще так. 4 дня, потом сообщение 4 дня. Вот такое может быть. 8. Какой-то человек смотрит на цифру 8. Ну, такой мелкий образ. Я вообще не знаю, как оно мне попалось на глаза. На цифру 8. На какое-то повторение. И опять сообщения оттуда идут. И вы так смотрите, думаете... Ну, кто-то вот в этом варится, вот говорят, что вот какой-то круговорот такой, постоянное сообщение, постоянное общение, например, там через интернет, и не встречаетесь. Ну, вот 0. Вот этот круговорот вы не можете прекратить. Ну что ж, лучше выйти из этого круговорота. Так, опять мопед, и на этом, ну не знаю, или мотоцикл, ну тут что-то нет, помельче. И вот вас ждет этот мотоцикл. Наверное, мужчина на мотоцикле. Так, что еще тут? Да тут много, наверное, можно всего это смотреть. Так, вот такая пара здесь у меня есть еще. Женщина рассматривает какого-то мелкого, очень мелкого претендента на ее внимание.
Она реально очень сильно присматривается, там не к чему присматриваться, говорят, там какая-то, ну, какая-то непонятно что, из него ничего не выйдет. А он только мнит из себя какого-то крупного зверя, а сам вот действительно издевается над вами. Вы очень большая персона для него, вы очень смелая, сильная, классная, вы таким прорисованным большим мощным силуэтом, который наклонился и пытается не то что рассмотреть, а он реально, ну вот, а вот как-то понять его, что же это за человек, разобраться, а он просто мелочь. Просто мелочь. И еще издевается, говорит, что я большой, классный, а это все пыль, пыль, него там нет. Мгм. Ну, может, кормит, кормит вас этими словами. Все. Вот не верьте словам, как говорится. Давайте действия. Голова у него, знаете, без... А вот руки, конечно, не работают. Ничего не умеет. Или вообще просто любит болтать и кормит вас этими неправдой этой. Так, здесь какая-то сущь нарисована еще на человеке, который держит какого-то краба за этот. Его держат. Тут какой-то человек такой стрёмный, и его какие-то сущи тянут за руки вверх. Вот я бы так обрисовала. Он пытается, у него перед глазами семерка, встреча какая-то, может быть, либо тайна. Ну, тут не тайна, может быть, какая-то иллюзия, вот такая вот, да. Вот, что он обладает, достанет ключ, а его обманут. Ну, в общем, странно. Я не знаю, кто этот человек, но это нет, это не ваша ситуация, это какой-то кто-то с вами вот общается такой странный. Он говорит о себе, что он работает на... Он как паук сам ткет. Может, он где-то так работает, и он говорит, я много работаю, а по сути его, ну, он не туда идет, он что-то не то, ну, то есть не нужен вам такой человек, говорят. Потому что он постоянно будет вот в таком непонятном вранье сам себе. Вот он врет сам себе, что он работает, а там просто его то туда тащат, то туда тащат. Вот сейчас вот если только с теми, у того, кому срезонировало. Двоечка, четверочка, 24. Ну, что тут может 24, и что 24, и потом повтор. Вот, 24, и потом повтор. Повторить. Может так. Это нужно, это вот когда какая-то работа, что ли, потом повтор. Для того, чтобы получилось. Вот, смотрите, да, человек что-то старается, делает какую-то работу. 24, а потом еще раз повторяет работу. Так. Это что за интересная штука? Это у нас кто-то несет, как кадыло, знаете, вот это вот поп ходит, кого-то отгоняет, на такой вытянутой руке отгоняет что-то. Так. Так, я рассказываю. Еще один какой-то паук, мужик, скорее всего, мужчина. Или же, ладно, если вы мужчина смотрите, тут может быть какая-то женщина, да, потому что паук у нас все-таки ассоциация, ну, они всегда, если живые, вы видите, то почти всегда это женщины. Ну, женские особи, я имела в виду. В общем, тут кто-то пытается сказать, что вы плохой, либо плохая. Вот. И вот так кадыло перед вами машет, а сам паучара. Еще и советуется с каким-то более крупным пауком. В общем, выкиньте его из головы, либо ее такую, которая не ценит вас, и еще и кадылом перед вами машет. Не знаю, может, по церквям будет и пытается из вас демона изгнать. Вообще, пошлите его подальше, потому что он какой-то такой криволапый паук. Ой. Мои дорогие, я вас, наверное, насмешила уже вдосталь, так? Тут много разных таких образов смешных, просто смешных, улетных иногда. Уточка какая-то плывет. Ну, оно, в принципе, неплохой образ, казалось бы. Но это уточка с женской головой, вот такая плывет, а вокруг нее мухи почему-то. Ну, тут мысли неправильные. И что?
очиститься от мыслей, потому что к вам почему-то вот не та энергетика идет. Вот как-то так. Если вы себя увидели в этом образе, да, то есть какие-то мысли, и вы понуро так смотрите в воду вниз и не видите выхода, и плывете куда-то в сторону, где давно что все прошло. Вам развернуться, встряхнуться, не знаю, может быть, даже окунуться и вылезти, вот, чтобы убрать вот эти вот ворох непонятных мыслей, мух. Уйти от этой состояния такого. Мои дорогие, я буду заканчивать. Мы и так уже с вами. Я вот эту тарелочку уже тут нечего. Тут какое-то такое сердце. Кошка, хитрое сердце. Ну и правильно, скорее всего, вот тогда, когда сердечко не всегда может... Так, вот так вот я сердечко вам поставлю. Не всегда как реагирует на то, что движется, да. Все-таки вот как-то немножко хитрее надо было быть в ситуациях любви. Да. Так, и давайте рекомендации посмотрим. От высших сил. Рекомендации от высших сил. Меньше таких мыслей плохих, да. Подумать о том, чтобы наладить какое-то движение. Вот. Видите как? Он готовит колеса для вот этой повозки. Приготовьте колеса для правильной повозки. То есть это что-то, то, что вы сейчас, может быть, планируете, и не бойтесь. Не бойтесь, а спокойно подготовьтесь к какому-то, не знаю, может, это путь какой-то у вас действительно, или жизненный путь. Может, вы куда-то перешли на какую-то работу, где-то, может, замуж вышли, что-то вы делаете, да, надумались. Вот подготовьте эти колеса, то есть подготовьтесь основательно. Рекомендация от высших сил. Забудьте какого-то короля посохов, который вам разбил сердце. Да. Вот, это иллюзия. Если такое еще вот как-то где-то на горизонте, так тем более. Посмотрите, тут говорят, что тот, кто вам больше говорит и мало делает, подумайте, пожалуйста, над тем, вообще нужно ли с ним общаться, потому что, по сути, человек просто врет. Рекомендация от высших сил. Действуй. В целостности действуй в согласии с собой. Действуй в своей силе. Или же ты действуешь, да, и вот ты чувствуешь силу еще больше. И этот прекрасный замкнутый круг творит чудеса. Он тогда исполняет желания. Я очень благодарна вам, дорогие мои, за то, что вы были здесь. Спасибо за ваше присутствие, за то, что вы подписываетесь на канал. Естественно, вот эти вот положительные моменты, они, очень хочется, чтобы у вас реализовывались. Пускай у всех подписчиков моего канала реализуется самое лучшее из моих видео. Я благодарна вам за ваши добрые слова, за ваши финансовые поддержки, да, моего канала. И пускай Вселенная вас благодарит в разы больше. Всего доброго. Пока-пока.